Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом удивительно красивого и вкусного торта «Волна». Торт выглядит очень эффектно благодаря двум видам теста – воздушного и нежного белкового и влажного, как брауни шоколадного. Этот торт не требует пропитки, но его вкус прекрасно дополняет легкий сливочный крем. Это великолепное сочетание. Готовится он просто и быстро, и, думаю, сможет удивить всех своим изысканным вкусом. Каждый кусочек этого торта тает во рту. Для приготовления белкового теста мне понадобится подготовила форму, размер 28 на 18 сантиметров, выстелила ее пергаментной бумагой и слегка смажу растительным маслом без запаха. Также сразу для белкового теста я подготовила кондитерский мешок с обычной круглой насадкой. Так это тесто легче будет отсаживать. Можно, конечно, просто воспользоваться плотным пакетом, либо выкладывать тесто ложкой. В чистую сухую миску вливаю белки от 4 крупных яиц. Добавляю щепотку соли и взбиваю миксером до появления легкой пены. Вес одного яйца со скорлупой примерно 70-72 грамма. Теперь постепенно в 3 приема добавляю сахар, продолжаю взбивать, постепенно увеличивая скорость миксера. Белки я взбиваю до крепких устойчивых пиков. Вливаю в белки лимонный сок и добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар, тогда добавляйте его вместе с сахаром. Перемешиваю. Просеиваю кукурузный крахмал. Лучше всего использовать именно кукурузный крахмал, не картофельный. Тогда это тесто получается вкуснее. И также для рецепта я использую миндальную муку. Если вы не хотите использовать миндальную муку, можно заменить ее таким же количеством крахмала. И теперь все аккуратно перемешиваю лопаткой. Должно получиться вот такое очень легкое и воздушное белковое тесто. Перекладываю его в кондитерский мешок. Для приготовления шоколадного теста мне понадобится разбиваю в миску 2 яйца и добавляю 4 желтка, соль и всыпаю сахар. Хорошо взбиваю миксером в пышную светлую массу. Я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 70-72 грамма. Добавляю сметану. Можно использовать сметану любой жирности. Перемешиваю. Вливаю растительное масло без запаха. И добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. Тогда добавляйте его вместе с сахаром. Просеиваю муку, какао и разрыхлитель для теста. Сначала немного все перемешиваю лопаткой и теперь перемешиваю миксером. Обязательно все подбираю со стенок миски, чтобы не было непромеса. Получается вот такое не густое тесто. Переливаю его в подготовленную форму. И теперь при помощи кондитерского мешка ввожу в шоколадное тесто белковое. Прямо выдавливаю его внутрь. Я это делаю на таком небольшом расстоянии друг от друга. Можно это делать в хаотичном порядке, как вам больше нравится. И таким образом распределяю все белковое тесто внутри шоколадного. Теперь беру ложку и обратной стороной провожу по тесту вот такие бороздки. И теперь поперек. Тесто немного тряхиваю, чтобы оно распределилось более равномерно. И отправляю форму в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Корж я достала из духовки. Как видите, я его прикрывала фольгой, чтобы он слишком сильно не подпекся сверху. Обязательно проверяю готовность. Теперь корж извлекаю из формы и оставляю до полного остывания. Когда пирог полностью остыл, обрежу бока. Посмотрите, какой он получается красивый в разрезе. Вот эти краешки, они очень вкусные.
Снимаю корж с пергаментной бумаги, перекладываю на тарелку. Выглядит он уже прекрасно. Если вы не хотите, вы можете его дополнительно ничем не украшать и просто так подавать к столу. Я же хочу его сделать более интересным и дополнить взбитыми сливками. В холодные жирные сливки жирностью не менее чем 33% добавляю сахарную пудру и добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Хорошо взбиваю до плотных пиков. Выкладываю взбитые сливки сверху на корж и хорошо все разравниваю. Для этого торта не нужна пропитка, его можно сразу подавать к столу. Посмотрите, какая красота уже получается. И я сейчас сверху еще все присыплю какао-порошком. Этот торт очень легко приготовить, и получается он удивительно красивый и вкусный. И как я уже сказала, ему не требуется время для пропитки, его можно сразу подавать к столу. Поэтому можно сказать, что это очень быстрый торт к чаю. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня. Всем пока!